Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами я, Ирина Брилева. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Присоединяйтесь к нам, с нами интересно. Сегодня подготовила для вас интересное видео о педикюре. Это возрастные ножки. И прежде чем что-то комментировать, прошу не оскорблять моих моделей. Они и так очень тяжело соглашаются на такие видео. Они сами все прекрасно видят, понимают. Но вот что-то вот как-то не доходят до педикюра, им стыдно, неудобно. А тут я со своими видео еще. Думаю, вы обратили внимание на ноготь большого пальчика. Чуть позже разберем эту ситуацию. Еще на мизинчике стержневая мозоль и трещины на пяточках. Давайте поскорее приступать к обработке. Для начала обработала стопы антисептиком, подождала, пока он хорошо высохнет. Далее обработала ножки мыльной водой, чтобы очистить все. И буду работать в сухой технике. Работаю диском М 20 мм, приклеила для начала файл на 100 грит и работаю на 18 тысячах оборотов. Аппарат у меня включен в положении форвард, рука не висит, всегда нужно находить опору. В данном положении упираюсь на мизинец. На пятках у нас есть несколько больших трещин, но они все не кровоточащие, не болят. Просто на них скопилось много кератоза, от которого нужно почистить трещинки, но не сильно, чтобы они вновь не треснули. Если мы снимем больше кожи, чем нужно, то при нагрузке на стопу трещина может вновь закровоточить. А нам этого не нужно, нам нужно максимально заживить ее. После 100-й гритности приклеила 180-ю, зашлифовала всю обрабатываемую поверхность, прошлась по всем участкам. После 180-й гритности приклеиваю файл на 240 грит и продолжаю полировать стопу. Здесь уже увеличила обороты до 20 тысяч, работаю плавными легкими движениями. Теперь приступаю к обработке пальцев. Убираю лишнюю длину кусачками, срезаю побольше, по максимуму и говорю модели о том, что вот это образование на ноготочке очень похоже на грибковое. Поэтому ноготь мы складываем в отдельный пакетик и отнесем его на анализ. Поврежденный участок нам необходимо зачистить. Твердосплавной фрезой прохожусь именно по этому участку, истончаю ноготь и дальше его просто срежу. Здесь работаю на 15-17 тысячах оборотов, аккуратно, быстрыми движениями, чтобы у клиентки не возникло ощущения жжения. Далее с помощью кусачек убираю поврежденный ноготь. Аккуратно, маленькими шагами продвигаюсь вглубь повреждения. Далее продолжаю зачищать шариком синей насечкой. Истончаю две стороны ногтя и убираю полностью рыхлые участки. Точный результат может показать только анализ, но, как показывает практика, рыхлость, цвет и вот именно вот такой вот участочек посередине ногтя говорит о том, что это, скорее всего, грибковое поражение.
Далее приступаю к обработке кутикулы пламенем синей насечкой. Убираю птериги, который наслоился на ноготь, и с внутренней стеночки кутикулы. Теперь смачиваю все пальчики мыльной водой. Наношу ремувер и оставляю на пару минут. Тем временем, пока у нас действует ремувер, поработаю со стержневой мозолью. Для начала кусачками вырезаю самую грубую кожу сверху. Здесь важно работать кончиками накожниц, углубляясь в середину стержня. Оставляю на данном этапе мозольку. Далее я продолжу с ней работать, но пока что обработаю еще кутикулу. Пушером подчищаю еще раз птеригий. Если где-то еще заметила лишний ноготь, срезаю его. И далее буду работать накожницами. Шлифую кожу вокруг ногтей силиконовым полировщиком. Еще чуть-чуть дорабатываю наш ноготь шариком с мягкой насечкой, зашлифовываю, чтобы моя модель потом не цеплялась за обувь, носочки, этим ногтем не сорвала его полностью, чтобы было комфортно потом ходить. Теперь продолжаю работу со стержневой мозолью. Работаю твердосплавной фрезой на форварде на 15 тысячах оборотов, углубляюсь в центр стержня. При этом обязательно нужно контролировать, что чувствует модель в данную минуту. Работаю до тех пор, пока модель сама не скажет, что уже очень чувствительна и возникают болевые ощущения. Далее беру шарик маленького диаметра с синей насечкой. У меня 0,33 диаметра, у кого есть поменьше, можно еще меньше взять. И зашлифовываю кожу вокруг и еще раз прочищаю все в центре нашего стержня. Теперь нужно доработать стопу. Капаю маслом и бафиком, который приклеила на диск, на 7-10 тысячах оборотов, круговыми движениями полирую. Можно сказать, что я с помощью бафика втираю масло в кожу. Кожа на стопе сразу преображается, становится очень гладкой, блестящей. Одним словом, это отличное завершение обработки стопы дисками.
Дорабатываю еще трещину фрезой удлиненная почка с красной насечкой. Истончаю еще немножко края, убираю лишний кератоз. Теперь обезжириваю этот участок стопы, чтобы дальше сделать аппликацию. С помощью обычной зубочистки вкладываю между краями трещины салициловую мазь 10%. Наношу ее жирненьким слоем. Примеряю размер тейпа, который нам понадобится. Отрезаю кусочек стерильной салфетки и с помощью тейпа прикрепляю к ноге. Получилась у нас вот такая вот аппликация заживляющая, и она же служит как разгрузка для стопы, чтобы не возникали трещины. Теперь давайте посмотрим на результат. Вот такие вот у нас стопы, обработанные трещины. Отдельное внимание уделили стержневой мозоли и зачистили ноготь. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего здоровья, не забывайте уделять себе внимание. До новых встреч, пока-пока.